Для ремонта этих сколов мне понадобились следующие инструменты. Ну, во-первых, очень облегчает работу, не только в этом, но и вообще во многих моих работах. Я пользуюсь этим электрогравером, я его купил в Леруа Мерлине, стоил он что-то порядка 1500 рублей, в нем достаточное количество насадок для того, чтобы такие вот простые работы делать. И, в общем, штука очень удобная. Я буду сейчас вот вышлифовывать вот эти вот сколы, потому что там в них есть трещины такие вот аж продольные внутри. И мне никак туда, никак забить материалы, кроме как вот, ну, буквально как стоматолог вышлифовывает кариес. И мне нужно будет запломбировать и покрасить потом все это лаком. Ну, как следствие, пломбировать я буду вот этой вот шпатлевкой. В том же самом Леруа Мерлине Акстон купил. Подобрал по цвету дерево примерно прожилок. Но она на самом деле оказалась немножко светлее. И вот то, что я вам показал, готовые уже. Я их после того, когда закладывал уже вот в эту выемку, которую выгравировал, я покрывал еще морилкой такого цвета, чтобы потемнее было. И только после этого красил лаком. Значит, шпатлевку по дереву я укладывал вот этим вот шпателем. Сейчас я купил еще одну попробовать шпатлевочку. Это уже я в Аби купил. Махагон называется. Вот если вы другим цветом дерева работаете, ну, соответственно, выбирайте шпатлевку просто под свой цвет. Я думаю, что просто сделать своими руками вам будет дешевле, чем вызывать мастера. Морилка, ну, все на самом деле копеечные деньги стоит. Цвет выбирайте, который вам удобней. И вот у меня здесь паркетный лак Дюфа. Это очень не реклама материалов, поймите правильно, я просто показываю, чем я пользовался точно, чтобы вы знали. Он глянцевый, так как у меня здесь глянцевое покрытие лаковое. Если бы оно было матовое, то мне нужно было, соответственно, лак матовый искать. Никаких тут особенных хитростей нет. Также я для работы буду пользоваться вот различными мелкими шкурками. Купил вот только что себе очень такой удобный пробковый брусочек, на который эту шкурку буду накладывать, чтобы сошлифовывать ровную поверхность. Шкурки разного размера. Ну вот у меня здесь есть 2000-я, 2500-я, ну и тут на самом деле самая ходовая, это 320-я у меня была. Она достаточно грубая, но она здесь подходит. Ну что, давайте начнем. Да, по причине возрастного, видимо, падения зрения, а может быть работы большого с компьютером, некоторые мелкие детали мне уже сложно разглядеть, и чтобы работа получалась аккуратней, я воспользуюсь такими вот замечательными китайскими приборами. Это очки с увеличительными линзами. Я вообще их везде использую. Я езжу к клиентам с ними. Я все в них делаю буквально. Разбираюсь с компьютерами, с какими-то мелкими частями. Ну, банально даже вытаскивал свои дочки занозу из пальца с помощью этих штук. Вот как это выглядит. Во-первых, что интересно, вот на эти очки есть целый такой чехол линз разного размера, разного увеличения. Выбирайте, какой вам на этот момент больше подходит. Ну, я пользуюсь где-то средним. И у них есть соответствующая подсветка. То есть я не буду работать в темноте, мне будет все видно. А если вам интересно вот такие штуки, где приобрести, то ссылочку я внизу под видео оставлю. Ну а теперь приглашаю вас, собственно, в свой стоматологический кабинет. Прибавим оборотиков. Желательно выбрать лак прямо до
дерева, чтобы у нас при шпатлевке лучше приклеивать. И чтобы трещин не осталось, мы должны там все буквально залить потом шпатлевкой и лаком. Края вот этого высверливания сделать вот такие более округлые, не резкие, чтобы они не очень контрастировали. Сразу скажу, что как бы идеально таким образом мы не сможем спрятать эту дырку. Для того, чтобы сделать идеально, нам бы пришлось бы вот как минимум все вот это вот ребро. Для того, чтобы сделать идеально, нам пришлось бы вот это все ребро сошлифовывать полностью и заново его красить. Ну, я уж не говорю о радикальном варианте сошлифовки вообще всего лака, со всего пианино. Я просто не готов на такие подвиги. В итоге я вскрыл вот такое количество сколов. Раз, два, три. Здесь я вскрыл прямо вот, у меня тут много что было расколото. Вот такое количество. Здесь и вот тут на краю крышки. Это еще пока не все, просто на сегодня достаточно. Теперь давайте шпатлевать. Один раз сделать, поэтому не старайтесь, не спешите в этом плане завалить всю дырку в один проход. Проходов, скорее всего, будет несколько. Пока шпатлевка еще до конца не засохла, я сразу вот в тех местах, которых, ну, чтобы не трогать саму дырку, кое-где могу уже подтереть, чтобы мне потом шпилькой не пришлось здесь лишнего работать и царапать тот лак, который нормальный еще. Все это оставляем до конца просохнуть, потом посмотрим, что выйдет. Так, первый слой шпатлевки подсох, и сполировываем самой обычной тряпкой, это вообще кусок наволочки. Стираем все лишнее. Ну, старайтесь в саму дырку не залезать. Причем
шпатлевка достаточно легко сходит с лака, который сверху, и остается в углублении проточном. Но все равно мы сейчас какую-то часть шпатлевки из углубления все равно заберем, поэтому сейчас будет второй раз шпатлевание. Мне вот вокруг дырок сейчас нужно так все основательно убрать, чтобы у меня на лаке ничего не осталось лишнего. Не знаю, что за шпатлевка будет у вас, может быть, вам придется уже сразу шкуркой работать, но это как бы сильно нежелательно, потому что шкурка, она по-любому зацепит рядом лак и немножко поцарапает, и придется полировать потом. Пощупать, где у вас выступы, где, может быть, наоборот, впадины. В общем, вам нужно определить, где еще потереть тряпочкой, а где уже нужно шпатлевку закладывать. С первого раза она и не должна лечь полностью. Что, скорее всего, вот середина таких вот впадин, она, как правило, после высыхания втягивается. В общем, все, у меня выступов нету. Я еще раз кладу шпатлевку. В общем, вам нужно проделать эту операцию ровно столько раз, чтобы увидеть, что у вас уже полностью все заполнено. И потом, когда будем немножко подшкуривать, шлифовать все это дело, возможно, будет вылетать шпатлевка где-то лишнего прихватить, опять придется закладывать. Задача в том, чтобы вывести вообще, как говорят, в ноль. Так, очередной этап. Снова все у меня подсохло. Значит, есть вариант в отдельных случаях просто стереть тряпкой лишнее, просто сполировать тряпкой. Я вот на брусок пробковый надел тряпочку и попробую сейчас снять. Если у меня получится без шкурки, то это очень хорошо, значит, я минимум поврежу рядом лакокрасочного покрытия. Так, снялось, но на ощупь я чувствую, что все-таки получилась вот такая вот выемка. Поэтому еще раз буду покрывать. Может быть, не очень качественная шпатлевка, что уже второй раз садится. Ладно, сейчас еще раз покрою. В общем, подобным образом я буду поступать до тех пор, пока у меня не выйдет в ноль. Я буду как чистить вот этой тряпкой, также, возможно, я буду включать где-то уже и шкурку. Но вот здесь вряд ли мне это понадобится, а на других сколах точно придется. Итак, шпатлевание закончено. Я приступаю к следующему этапу подкраски морилкой этой шпатлевки, потому что она не подходит по цвету, как вы видите, мне надо сделать потемнее. Я буду это делать ровно столько раз, пока меня цвет не удовлетворит. То есть, возможно, нужно будет несколько раз ее накладывать. Или невозможно, я уже это точно знаю. Как вы видите, морилка, она не ложится сразу нужным цветом. Шпатлевка ее так глубоко в себя не принимает. Поэтому придется несколько раз это делать. Понемножку добиваться нужного результата. Итак, друзья, я нанес морилку на нашу шпатлевку приблизительно уже около 10 раз. То ли шпатлевка некачественная, то ли морилка какая-то не очень хорошая. Но мне пришлось это много раз делать, чтобы довести до того состояния, чтобы хотя бы примерно соответствовало нужному цвету. Я сейчас покажу, как все получилось, и мы уже будем красить лаком. Вот так выглядят те самые дырки, которые мы шпатлевали.
В общем-то, относительно того, что там было, эти царапины и сколы, это вообще, конечно, другое дело. Издалека это уже заметно не будет. Вот это вообще более-менее так неплохо получилось. Я еще параллельно здесь содрал полностью весь вот этот угол и тоже его перекрасил. Потому что здесь было бито. Плюс вот местечко. Плюс вот местечко сделано. Видно, что она даже темнее стала, чем основной цвет. Здесь светлее. И я еще сделал вот здесь на краю. Сейчас все это покрашу лаком и посмотрим финал, как будет выглядеть. Для покраски лаком я воспользуюсь, как я уже показал, вот этот вот лак Дюфа глянцевый. Потом вот эта вот кисточка, которую я наносил морилку, я ей же буду красить лаком. И вот этот сверхточный прибор, которым я буду вот эту банку открывать. Ну что, поехали. Вы уже видите как раз ту картинку, которая в итоге будет. В общем, практически ничего не видно. Вот здесь вот видно, конечно, но это видно в камеру. Вот я смотрю физически глазами отсюда, и здесь я как раз не вижу этой разницы. И уголок. Конечно, не идеально, но по сравнению с тем, что было, это вообще другое дело. Посмотрите в целом. Еще раз под конец. Вот так вот было, а вот так вот стало. Вот так вот было, а вот так вот стало. Вот так вот было, а вот так вот стало. Вот так вот было, а вот так вот стало. На этом этот небольшой экспромт закончен. Я хочу только еще одну вещь сказать. Если вдруг у вас нету такого гравера, то но сколов на мебели всего лишь немножко, то я думаю, вполне можно справиться и какой-то маленькой стамесочкой, и ножом. То есть главная задача аккуратненько выскрести вот весь вот этот скол лак, так чтобы потом шпатлевка она максимально соприкоснулась с самим деревом. Что касается цвета самой шпатлевки, того, как ее тонировать уже морилкой, здесь на самом деле есть некоторая территория для творчества.